Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую повязку на голову. Вчера ходила гулять, погода у нас испортилась, вроде бы не совсем холодно, но и уже тепла такого нет. Шапку рано надевать, а вот такая повязочка будет греть ушки, чтобы не продувало. Как-то вчера прям озябла и решила связать вот такую повязку на голову. Посмотрите, какая она интересная. Вязать ее очень легко, просто буквально за один вечер можно ее связать. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такая повязка, поставьте большой пальчик вверх, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Давайте рассмотрим поближе этот узор. Состоит из 20 рядов повязочка. Все подробно разберем. Так, сколько ниток у меня ушло, пока не забыла. Сразу давайте взвесим. Вот 40 грамм, 39. Так что маленький расход. Но опять же зависит от выбранной нити, от состава, от толщины пряжи, крючка. Расход пряжи может отличаться. Ширина такой повязки у меня получилась 12 сантиметров. И на размер головы я вязала 58 сантиметров. Вот такую повязку можно связать на любой размер. Так, и вот можно посмотреть, как она сидит на голове. Вязать сегодня я буду из пряжи Lana Grace Original. Это троицкая пряжа. В составе 25% мериносовая шерсть, 75% акрила. В 100 граммах 300 метров. Цвет я выбрала, называется шафран. Очень мягкая, приятная пряжа, не колючая. Такая она воздушная, немножечко пушистая. Уже вяжу из нее не первый раз, очень она мне нравится. Крючок буду использовать 4 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю и набираем 2 воздушные. 1, 2. Накид. Вставляем крючок в начальную петлю. Вытянули нить, 3 петли на крючке. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через первую петлю 3 петли на крючке, накид, и теперь протягиваем через все петли на крючке. Вот такое начало нашего вязания, нашей работы. Далее накид. И теперь смотрим внимательно. Вот у нас первая петля, которую мы провязали. Вот начальная, в нее провязана петля. Вот вставляем под 2 ниточки крючок. Вытянули рабочую нить. 3 петли на крючке. Подхватываем рабочую нить через одну петлю. Подхватываем рабочую нить через 3 петли. Накид. Вставляем крючок. Вот у нас следующая петля получается. Вот у нас 3 петелечки и рядом петля. Сейчас все подробно разберем. Так, подхватили, вытянули 3 петли на крючке. Накид через одну петлю. Накид через 3. Еще раз делали накид. Вставляем крючок. Тут уже хорошо не прорисовываются петли. И видно, куда вставлять. У нас получается сбоку косичка из воздушных петель, а здесь как бы уже полустолбики с накидом. Такой набор позволяет краю быть эластичным, не стягивать, и он не будет на голове оставлять след, не будет давить. Сейчас побольше провяжем и посмотрим, какая это получается эластичная вот веревочка, шнурочек
Вставляем крючок под 2 ниточки в петлю. Подхватили. Вот эту петлю вытягиваем посильнее, чтобы цепочка у нас была не стянутая. Вытянули. И закрываем 3 петли на крючке. Накид. Вставляем в петлю. Вытянули. Через одну. Через 3. Накид. Через одну, через 3. Все, продолжаем набирать вот такую цепочку. Ее длина у нас будет равняться обхвату головы. Так. Вот у нас голова схематично. Измеряем обхват вот так, чтобы у нас были и ушки прикрыты. Мы же не вот так повязку носим, а измеряем обхват головы чуть выше шеи, ну как носим повязочку, в каком месте удобно носить. И вяжем такую цепочку, равную длине обхвата. Сильно мы ее не натягиваем, чтобы она была не туго вокруг головы у нас лежала, не стягивала и было удобно в носке. Но чуть-чуть побольше, так как у нас еще будет впереди небольшой тоненький шов. Я набираю цепочку 98 таких петель. Все, продолжаем вязать самостоятельно, наберем ее и встретимся. Ну вот, я набрала такую косичку. Посмотрите, она эластичная, хорошо тянется и не будет пережимать лоб, ушки, шейку. У меня 98 таких звеньев, столбиков получилось. Обхват головы 58 сантиметров. Ну, давайте померяем вместе длину цепочки. Сильно не натягиваем. Мы же на голове не будем ее очень туго носить. Ну и слишком слабо, чтобы она болталась, тоже не нужно. 57-58 сантиметров. Она еще потянется, но и, как я говорила ранее, нужно еще немножечко подлиннее, чтобы был шовчик впереди у нас. Будем потом сшивать деталь. Вы набираете свой размер, свое количество петель. У всех разная плотность вязания, пряжа, крючок. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем. И теперь вот у нас петля, из которой выходит рабочая петля. И вторая. Спускаемся вниз. Вот под этой петлей. Такие перепоночки. Будем вязать, провязывать за них. Вот за эти петли. Сейчас покажу. Провязываем столбик без накида. Вот у нас вверху идет косичка, а сбоку на нас смотрят вот петли. Это накиды полустолбиков. За них и будем провязывать второй ряд. Вставляем крючок под ниточку, столбик без накида, в следующий столбик без накида, под следующую ниточку. А вот эта косичка у нас остается свободной. И вот так будет выглядеть с лицевой стороны. У нас полустолбики как бы состоят из 3 петелек. Вот 2 половинки и 3 ниточка с обратной стороны. Вот за них и провязываем. Итак, в каждый столбик провязываем по столбику без накида. И у нас также получится 98 столбиков без накида. Продолжаем вязать самостоятельно.
Очень простой ряд. И встречаемся. Девяносто семь. И последний 98. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем, накид. Вот у нас выходит отсюда столбик с накидом начальный, 3 воздушные петли нам заменяют начальный столбик. И начиная со второго столбика вяжем столбик с накидом за заднюю половинку. Это уже второй столбик у нас. Столбик с накидом обыкновенный. Вот у нас петля состоит из 2 долек. И этот ряд будем вязать за задние дольки. Накид. Третий столбик с накидом. Накид. Четвертый. Так вяжем до конца ряда. Провязываем столбики с накидом за задние дольки столбиков предыдущего ряда. И впереди у нас остается косичка из свободных долек, половинок. Все, вяжем самостоятельно, и у нас также получится 98 столбиков с накидом. Вяжем и встречаемся. Ну вот, третий ряд у нас готов. Провязали 98 столбиков с накидом. Такой у нас ровный край получается. Смотрим, чтобы последний столбик у нас также не был пропущен, и количество столбиков было все время одинаково, чтобы прямоугольник наш был не перекошен. Вяжем четвертый ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, это начальный столбик с накидом. Здесь мы набираем 2 петли, накид. И теперь вокруг второго столбика провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вставляем крючок спереди назад вокруг второго столбика и провязываем столбик с накидом. Накид. Вокруг следующего вяжем рельефный изнаночный столбик. Вставляем крючок сзади наперед. Провязали столбик с накидом. Накид. Вокруг следующего вяжем рельефный лицевой. Он называется еще выпуклый. Накид. Вокруг следующего заводим крючок сзади наперед. Вяжем рельефный изнаночный. Вогнутый его называют еще. Так чередуем рельефный лицевой столбик с накидом, рельефный изнаночный. У нас вот впереди получаются вот такие вафельки. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Осталось провязать последний столбик. Вставляем вот в арку из 3 воздушных и провязываем столбик с накидом. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 2 воздушные петли, разворачиваем. И теперь вокруг следующего столбика, здесь у нас получается как рельефный лицевой, хотя здесь мы его с этой стороны вязали рельефный изнаночный. Вот, накид. И вокруг него провязываем рельефный изнаночный. Наоборот теперь делаем. Следующий у нас, если с этой стороны смотреть, он у нас рельефный лицевой. С этой стороны он у нас как изнаночный. Вокруг него будем провязывать лицевым. Заводим крючок спереди назад. Провязали. Далее
рельефный изнаночный вокруг следующего столбика. Также чередуем. Теперь рельефный лицевой. Он у нас изнаночный, этот столбик, провязываем вокруг него рельефный лицевой, изнаночный, следующий. Так, вяжем по рисунку. Такая шахматка, вафелька. И встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Дождик барабанит по подоконнику. Так, нам осталось провязать 2 столбика. Вяжем лицевой столбик рельефный. Накид. И под арку вставляем крючок сзади. Провязываем последний столбик с накидом. Он у нас получается рельефный изнаночный. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. Воздушная петля подъема. И в каждый столбик, эту петлю мы пропускаем, из нее выходит рабочая нить. И вот в следующий столбик за переднюю половинку, сейчас она к нам передняя половинка, провязываем столбик без накида. И в каждый столбик предыдущего ряда за переднюю дольку. Если смотреть с лицевой стороны, то это получается задняя долька. Сейчас она для нас ближе к нам, поэтому называю ее передней. Вот петля. Вот за ниточку, которая ближе к нам. Итак, в каждый столбик провязываем по столбику без накида. Вяжем не туго, посвободней, чтобы повязочка была не стянутая. И впереди у нас остается косичка из свободных полупетель. Сейчас посмотрим на обратной стороне. Вот косичка. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда и не забываем провязывать столбик без накида вот во вторую петлю подъема, вершину начального столбика. Все, 98 столбиков без накида получается также. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд, 2 воздушные петли подъема. Теперь у нас раппорт повторяется. 7-й ряд у нас повторяет 1-й ряд. Единственное, мы в первом ряду набирали полустолбики на цепочке. Сейчас просто будем провязывать полустолбики. 8-й ряд уже будет повторять 2-й ряд, 9-й ряд, 3-й ряд и так далее. Итак, накид. Вот у нас 1-й столбик. Из этого столбика у нас выходит вот 2 воздушные петли, начальный столбик. И в следующий за заднюю половинку, теперь передний у нас остается с этой стороны, с лицевой, провязываем 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Полустолбик с накидом. Накид. В следующий столбик также за заднюю дольку провязываем полустолбик с накидом. Следующий столбик под одну ниточку. Так, вяжем по рисунку. В каждый столбик провязываем по полустолбику с накидом и вяжем за заднюю половинку петель. Так, все, продолжаем вязать. Это у нас 7-й ряд. Провязываем 7-й и далее повторяем. Можно отмотать видео назад. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й ряд. Давайте самостоятельно провяжем 6 рядов. Вот 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. 12 рядов у нас пока получится. Вяжем 6 рядов, повторяем, начиная вот с 1-го ряда. И встретимся. Ну вот я провязала еще 6 рядов, раппорт. Ширина полоски у меня пока получается
7 сантиметров. Хочу еще сделать один раппорт. Все-таки повязочка должна быть пошире, хорошо прикрывать ушки. Поэтому сейчас еще провяжу один раппорт, еще 6 рядов. Вы смотрите по своей плотности вязания, какие нитки вы выбрали, какую ширину повязки хотите получить в итоге. Так, вяжу еще 6 рядов, еще один раппорт и показываю, что у меня получается. Ну вот, я провязала 3 раппорта, 18 рядов. Ширина у меня уже получается почти 11 сантиметров. И нам осталось сделать 2 ряда. Так, 2 воздушные петли. Вяжем 19 ряд. Разворачиваем. И также за заднюю дольку в каждый столбик провязываем по полустолбику с накидом. И также у нас получится 98 столбиков, считая 2 воздушные петли подъема, как первый столбик. Так, вяжем самостоятельно. Ну вот, 19 ряд у нас готов. Вяжем последний, 20 ряд. Нам нужно его провязать, чтобы у нас оба края, верхний и нижний, были более-менее симметричными. Итак, 1 воздушная петля подъема, разворачиваем. И также провязываем столбики без накида, но провязываем вот за 3-ю петлю полустолбиков, за заднюю стеночку. Целая петля у нас остается на лицевой стороне. Вот за эти петли мы провязываем так же, как мы делали, когда вывязывали рисунок. Все вяжем самостоятельно. Последний ряд. Готовим иголочку с большим ушком. Сейчас будем сшивать нашу деталь уже в изделии. Все, процесс наш подходит к концу. Делаем закрепку, оставляем хвостик нитки подлиннее. Нам осталось соединить 2 стороны между собой. Для этого берем иголочку. Итак, вот у нас изнаночная сторона, это у нас лицевая сторона. Сейчас лицевой стороной у нас вовнутрь, наверху у нас наружу сейчас изнаночная сторона. Берем первый край короткий, сворачиваем пополам, и второй короткий край также сворачиваем пополам. Лицевая сторона у нас внутри сейчас получается. Нам нужно соединить между собой 2 края. Ровненько, аккуратненько. Это у нас длинный хвостик. Сейчас мы вставляем в иголочку и начинаем аккуратно сшивать половинки. Так. Если мы сразу будем 4 сшивать, то получится очень грубо. Будем вначале первую и вторую вот деталь, потом вторую с третьей и третью с четвертой. У нас получится такой S-образный шов. Но в итоге получится, что все они вместе скреплены. Находим серединку вот этой детали и вот так потихонечку, аккуратненько, стежок за стежком сшиваем, не пропускаем столбики. Тут хотя не столбики, а
Так, вот серединка у нас, чтобы все у нас было аккуратненько. Мы сшиваем сейчас с изнаночной стороны, получается. Вот это изнанка. Еще раз повторяю. Так. Сильно тоже не надо стягивать. Так, заворачиваем половинку. И теперь ее также пришиваем. Это уже самое интересное, уже близится конец нашей работы. Так. Дождик за окном не прекращается, и как раз наша повязочка будет очень даже вовремя. Сейчас в шапке вроде бы как и жарко ходить еще, а в повязке в такой разворачиваем. И четвертую деталь также нам нужно прикрепить. И хвостик сразу нам можно вот этот ввязать. Как бы он у нас попадет внутрь шва. Ну, можно потом его будет спрятать. Ну, сейчас сразу мы его вот так и до конца дошиваем. Если сразу 4 детали сшивать одним швом, то, конечно, будет грубовато. А так более аккуратная получается работа. Ну, делайте уже как вам удобнее. Так. И последние штрихи. Все, делаем закрепку. И также прячем хвостик. Также его вплетаем в шов туда, вовнутрь. Все. Так. Отрезаем хвостики. Этот мы уже также ввязали. Выворачиваем на лицевую сторону. Вот такой у нас получился узелок. Аккуратненько все расправляем красиво. Вот, посмотрите, какая красота. Вот. Все, поздравляю, наши повязочки готовы. Можно уже надевать смело и идти дышать свежим воздухом на улицу. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!